Всем привет! Это показывает «Не Москва» – программа о жизни российских регионов. С вами Фарида Курбангалеева. Даже если Кремль далеко, он вас достанет или уже достал. Из этого выпуска вы узнаете, почему силовики пропустили подготовку теракта в Дагестане, откуда регионы берут деньги на гигантские выплаты контрактникам и почему сотрудники скорой помощи получают копейки, на какие ужасы жалуются мобилизованные из Татарстана, как силовики подделали признание 15-летнего Арсения Турбина, чтобы посадить его в тюрьму, и возможно ли еще спасти закрывающийся хлебозавод с историей в Вологодской области. Всю прошедшую неделю внимание СМИ было приковано к Дагестану, где в воскресенье, 23 июня, произошли теракты. Целью боевиков в Дербенте были православная церковь и синагога, в Махачкале церковь и пост ДПС рядом с еще одной синагогой. По последним данным, при атаках погибли 20 человек, пострадали не менее 46. Боевики! Вот боевики, нахождите. Это была уже вторая атака исламистов за июнь этого года. До этого они захватили заложников в ростовском СИЗО. Эксперты считают, что, как и прежде, за атакой в Дагестане стоит ИГИЛ, а именно его подразделение Вилаят Кавказ. Так же, как и основной ИГИЛ, у их цель убивать всех неверных, установить халифат исламский во всем мире. Они считают неверными буквально всех вокруг, в том числе, грубо говоря, других, тех, кто исповедует ислам, даже те, кто радикален. По данным СМИ, в теракте участвовали сыновья и племянники главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Его самого освободили от должности, исключили из «Единой России» и арестовали на 10 суток. На допросе чиновник якобы рассказал, что знал о том, что члены его семьи исповедовали радикальный ислам, и в последние годы с ними не общался. Как бы то ни было, это интересный штрих, который ломает стереотип о том, что в террористы вербуются только бесправные и нищие мигранты. Радикальными идеями вполне могут проникнуться выходцы из вполне обеспеченных и влиятельных семей. 5 братьев Омаровых попросили прощения у семей убитых и пострадавших. Уважаемые дагестанцы, братья и сестры, мы, семья Омаровых, глубоко скорбим за происшедшее. Мы всегда были против экстремизма и терроризма. Просим у всех семей пострадавших прощения за подлый террористический акт, который совершил наш брат. Ради Аллаха, простите нас. Глава Дагестана Меликов связал теракты с войной в Украине. Дескать, власти понимают, кто именно стоит за нападением. Безусловно, сегодня мы все с вами в очередной раз ощутили себя участниками тех событий, которые происходят во всем мире. Раньше, в большей степени, участниками этих событий были те, кто принимает участие в специальной военной операции, кто защищает нашу страну на рубежах линии боевого соприкосновения. Но мы должны понимать, что война приходит и в наш дом. Мы это ощущали и раньше, но сегодня непосредственно столкнулись с этой войной. Независимые расследователи тоже склонны определенным образом связывать теракты в Дагестане с так называемой СВО. Но только не потому, что атаку якобы организовал Киев, а потому что Москва крупно проиграла на другом фронте. Пока террористов ищут среди просто условно инакомыслящих, сказавших что-то не так, с чем-то не согласившихся, то, естественно, это очень благодатная почва для настоящих террористов, те, которые приверженцы каких-нибудь радикальных течений, каких-то террористических группировок. Поэтому, да, они сейчас цветут и пахнут. Плюс из-за войны у нас в России сейчас огромный рынок черного оружия, взрывчатых веществ, поэтому, я думаю, достаточно просто приобрести. Собственно, это не только по терактам мы видим это и по, скажем так, убийствам простым, обычным, как бы это цинично не звучало. То есть сейчас уже часто всплывает оружие, добытое с черного рынка, в разных преступлениях, совершающихся в разных регионах России. И, как всегда, так на волне отдельных, когда происходит какая-то война, всегда это становится такой, возможностью активизации боевиков в разных регионах той страны, которая эту войну ведет. То есть пока российские спецслужбы лепят террористов из меня, из поэтессы Евгения Беркович и драматурга Светланы Петричук, из адвокатов, которые защищали Алексея Навального и многих других журналистов, активистов и политиков, где-то готовится совершить теракт настоящий преступник. Если ты тратишь ресурсы на то, чтобы упрятать за решетку пенсионерку за 2 поста в соцсетях, ты неминуемо проморгаешь настоящего террориста. Разумеется, исламский терроризм – это часть глобального
глобальной мировой повестки. Начать стрельбу они могут в любом городе мира. Но чтобы противостоять им, надо понимать, откуда исходит настоящая угроза, а не придумывать байки про то, что Аль-Каидой руководят украинские власти. Поэтому выводы экспертов неутешительны. Теракты в России будут продолжаться. И не только на Кавказе. Между тем, глава Чечни призвал убивать родственников подозреваемых в терроризме. На совещании с силовиками Рамзан Кадыров заявил, что в случае малейших подозрений нужно наказывать род, а ответы в духе «я не знал» не принимаются. Если подозреваемый связан с шайтанами, надо наказать весь его род. Этот род должен знать, что они понесут ответственность полностью. И тот, кто посягает на брата, он должен понимать, что по кровной мести убьем всех: отца, брата, дядю. Я обращаюсь к чеченскому народу. Знаете, чем занимаются ваши дети? Вы все знаете симптомы ваххабизма. Увидели? Сразу сообщайте участковому. Лучше мы его вовремя остановим, чем потом убьем тебя, твоего сына и твоего брата. Заявление Кадырова прокомментировал пресс-секретарь Кремля Песков. Отвечая на вопрос журналистов, он фактически оправдал главу Чечни в его намерении убивать близких предполагаемых преступников. Там же речь шла о тех, кто попустительствует терроризму, так или иначе, прямо или косвенно вовлечен в террористическую деятельность. Ни у кого не вызывает сомнения, что борьба с террористами должна быть непримиримой и максимально жесткой. Так и хочется сказать, что Кремль развязал Кадырову руки для новых репрессий. Но ведь не то, чтобы они у него были связанными. Кадыров и раньше ни в чем себе не отказывал и не ограничивал себя в расправах над теми, кого считал своими врагами. Чечня под его управлением давно вышла из правового поля России. Но беда в том, что даже не находясь в нем, очень сильно на него влияет. Так что преследований родственников врагов народа теперь можно ожидать и со стороны Кремля. И пусть даже товарищ Сталин, столь почитаемый нынешней российской элитой, говорил, что сын за отца не в ответе, мы ведь знаем, что в реальности все было совсем по-другому. Про сталинские практики многие вспоминают по случаю приговора 15-летнему Арсению Турбину из Орловской области. Его осудили на 5 лет колонии за предполагаемое сотрудничество с Легионом Свободы России, воюющим на стороне ВСУ. На этой неделе стали известны любопытные подробности дела. Выяснилось, что силовики подделали протокол допроса подростка и приписали ему слова, которых он не говорил. Медиазона, изучившая аудиозапись беседы, обнаружила, что в ней нет признания Турбина о том, что он отправил заполненную анкету в Легион Свободы России, а в протоколе ФСБ эти слова указаны. Из полной расшифровки записи следует, что Турбин, возможно, и хотел бы вступить в Легион, но побоялся отправлять анкету с персональными данными незнакомцам. Ранее мать школьника Ирина Турбина также заявляла, что в ФСБ подделали протокол допроса и ее сына и исправляли документ несколько раз, якобы для устранения неточностей. Напомню, школьник раскладывал по почтовым ящикам листовки со словами «Тебе нужен такой президент?», в которых содержалась критика Путина. Турбин утверждает, что делал это исключительно из личных убеждений, и Легион Свободы России тут ни при чем. Только вряд ли кто-то, кроме адвокатов и оппозиционных СМИ, обратит внимание на то, что дело подростка было сфабриковано. Ровесников Арсения Турбина из Санкт-Петербурга и Ленинградской области собираются учить разминированию. Это будет сделано в рамках проекта «Русский дух», который выиграл президентский грант в 462 тысячи рублей. Для этого подростков 15-17 лет собираются вывести в так называемую ЛНР. Земля буквально усыпана последствиями боевых действий, и несмотря на постоянно ведущиеся работы по разминированию, эта проблема будет преследовать нашу землю еще долгие годы. Мы знаем это на примере истории нашей многострадальной родины. Взрывоопасные предметы со времен Великой Отечественной войны находят и обезвреживают до сих пор. Организаторы утверждают, что за последние 2 года при попытке разобрать мины погибло более 20 детей, а количество раненых доходит до 100. Многие на всю жизнь остались инвалидами. Но о том, почему вдруг образовалось так много мин, из-за которых гибнут дети или превращаются в коллег, грантополучатели скромно умалчивают.
В Тульской области на уроках ОБЖ школьники делают приспособления для скоростной перезарядки автомата Калашникова. Директор Гурьевского центра образования рассказала, что об этом попросил воюющий в Украине выпускник школы. Учитель ОБЖ разработал модель устройства, которую можно сделать на 3D-принтере, а депутат Тульской областной думы купил в школе пластик для печати. В Ростовской области школьники из юнармии изготавливают на 3D-принтерах не только заряжайки для автоматов, но и крестики для запала ручных гранат, а также запчасти для беспилотников. Этим же заняты их ровесники из Татарстана, Краснодарского края и Воронежской области. А ведь было время, когда лучшим досугом для детей и подростков считалось чтение, например, классики «Войны и мира». Сойдутся на убийство друг друга, перебьют, перекалечат десятки тысяч людей, а потом будут служить благодарственные молебны за то, что побили много людей, которых число еще прибавляют, и провозглашают победу, полагая, что чем больше побито людей, тем больше заслуга. Война – самое гадкое дело в жизни, и надо понимать это и не играть в войну. Уверена, что Льву Николаевичу Толстому, который о войне знал не понаслышке, доверять стоит больше, чем подлым чиновникам, которые готовят детей к войне. Белгородский губернатор Гладков пообещал раздать жителям приграничных сел огнетушители. Им придется бороться с пожарами самим, так как машины МЧС часто попадают под удары украинских дронов. Деньги на подарки нашли в местном бюджете. Кроме того, подсобили коллеги Гладкова из других российских регионов. Есть населенные пункты при разгорании частных домов, куда же невозможно сейчас заезд спецтехники МЧС, потому что по ним сразу будет нанесен удар. Поэтому мы приобрели за счет средств областного бюджета 1000 огнетушителей. Очень благодарен Михаилу Евраеву, губернатору Ярославской области, который отправил уже нам 1750, и исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева 2000 штук. Эти огнетушители раздадим по домам, по тем населенным пунктам, которые находятся в непосредственной близости вдоль границы для оперативного принятия решений. Всем доброго дня, здоровья и добра. То есть власти оставляют людей без жизненно необходимой помощи, мотивируя это тем, что война идет. Но ведь мы-то понимаем, кто начал эту войну и почему Белгородская область, набитая войсками, стала прифронтовой. Между тем, военнослужащие из Татарстана рассказывают об ужасах службы на передовой. В сети появилось видеообращение человека, который представляется замкомандира роты разведки 1234-го полка Георгием Клименко с позывным «Слепой». Он называет командира своего полка военным преступником, который намеренно посылает солдат туда, где у них нет шансов выжить. А перед этим якобы отнимает у них личный транспорт, чтобы присвоить его себе после их гибели. Здесь я уже неоднократно получал угрозы, непосредственно вчера от командира полка, угрозы жизни и здоровья. И он сказал, что я вас нахер всех в расход пущу. Это дословно. Клименко утверждает, что после тяжелых контузий не получил ни одной выплаты. Из-за кисты в мозгу он фактически полностью потерял зрение, но его продолжают удерживать в части и препятствуют выезду на лечение. Спасти себя Клименко уже не надеется, но говорит, что хочет помочь своим подчиненным. Прошу максимальный репост этого видео, чтобы преступники, так называемые военные, понесли ответственность за все. За весь личный состав, который они загубили, за те преступления, которые они совершают сейчас, непосредственно даже в отношении меня и в отношении моего личного состава. Запрещают эвакуировать раненых с позиции и так далее. То есть, очень много всего происходит, и они сейчас боятся, что я дам показания, и всеми способами пытаются сделать так, чтобы я живым не вышел. Осенью прошлого года родственники мобилизованных из 1234-го полка записывали обращение к властям с просьбой вернуть мужчин с передовой на Сватовском направлении, где, по словам их близких, они несли колоссальные потери. Мы просим, чтобы приказы Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина и министра обороны Шойгу Сергея Кужегетовича выполнялись. Мобилизованные должны быть в обороне, а не на передовой. Мы надеемся на ваше содействие. Верните наших мужчин! Прошло 9 месяцев, но этих людей никто так и не услышал. И здесь напрашивается вопрос,
Зачем вообще уроженцы Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Нурлата едут умирать под Часов Яр, Авдеевку и Волчанск, которых никогда в глаза не видели? Военнослужащий Клименко с позывным «Слепой» уже прозрел. Сколько еще нужно смертей и мучений, чтобы это сделали остальные? В прошлом выпуске мы рассказывали о том, что многие регионы подняли контрактникам единовременные выплаты. Так власти решают проблему стачивания личного состава. В Татарстане эта выплата теперь составляет 1 миллион рублей. И местные медиа заполнила реклама, которая предлагает жителям республики вступать в армию победы. В интернет-издании «Казан Фёст» этот лозунг соседствует с публикацией о том, что тарифы на теплоснабжение могут вырасти на 60-70%. И читатели сразу сообразили, почему. То есть с денег на восстановление Лисичанска и Мариуполя нельзя взять, а с граждан можно. Опять муниципальные чиновники хотят решить свои вопросы, залезая в карман простых граждан. Схема такова: за счет дополнительных средств населения, извлекаемых из них ежемесячно как за отопление, использовать денежные средства в собственных целях, а не как предоставляемую собственникам стоимость тепла. Кормушка за счет населения растет. А что так скромно? Почему не на 700%? Цены на квартиры и виллы за границей тоже подвержены инфляции. Тяжеловато чиновникам их будет покупать. Многие комментарии мы показать и озвучить не можем из-за запрета на матерную лексику в Ютубе. Но нет сомнений, что в неподцензурном пространстве жители Татарстана матерят от души и Путина, и Думу, и чиновников на местах. Больше 5 миллиардов рублей потратит Кемерово на замену трамвайных путей после крупной аварии, которая унесла жизни 2 человек, а всего в ней пострадали больше 140. 6 июня трамвай, у которого отказали тормоза, врезался в другой состав. И после этого сеть заполнили откровения сотрудников отрасли, из которых было понятно, что ЧП не случайность. Ездить трамваем в Кемерове опасно для жизни. Тормозов нету, все сломано, все вообще на сопле делать, все на делается. Она при мне заехала на канава, у нее не сработала первая группа, ее выпустили начальники сами. Уезжай, типа, это все. Вот и приехала она. Сейчас по шапке все полетят. Вообще берут и мечут. А то, что тормоза, вот она педаль безопасности отпустила, должно быть 3 вида тормоза сработать, да? Рельсовый, барабанно-колодочный, электродинамический. Они не сработали. Работает. И это не первый случай, когда летим вот это, по этому сосновому бору. Мэр города Анисимов сообщил, что износ городских трамваев достигает 90%, а их средний возраст 40 лет. Он пообещал закупить новую технику. Но исполняющий обязанности губернатора области Середюк заявил, что ставить новый подвижной состав на старую инфраструктуру бессмысленно, поэтому сначала нужно проложить новые пути. И заявленные 5,3 миллиарда рублей – это сумма, которая требуется на реконструкцию полотна только по одному маршруту, тому самому, где случилась авария. Мы уже рассказывали о плачевном состоянии трамвайной сети и регулярных ЧП во многих городах России. Один из последних случаев произошел в Казани, где трамвай сошел с рельсов, так как из-за жары изношенные пути деформировались. Все из-за того, что у регионов не хватает денег на приведение электротранспорта в порядок. В том же Кемерово для дальнейшей реконструкции трамвайной сети будут, цитата, «и спрашивать поддержку федерального центра», ну или повысят тарифы на коммунальные услуги. В Ивановской области сотрудники скорой помощи массово увольняются из-за зарплаты в 16 тысяч рублей, с которой еще и приходится платить подоходный налог. В апреле водители и фельдшеры подстанции города Южа уже обращались к Путину с просьбой поднять зарплату, но она почему-то осталась прежней. Наша заработная плата на ставку с вычетом подоходного налога составляет 19 300 рублей. И только с учетом федеральной социальной выплаты в размере 7 тысяч рублей она увеличивалась до 26 тысяч. Чтобы зарабатывать больше и улучшить свое материальное положение, нам приходится жить на скорой помощи, работая на 1,5-2 ставки, что сказывается на нашем здоровье и наших детях, которые не видят своих родителей сутками. Тогда же видеообращение к Путину записали медики более чем из 40 городов и сел, которые тоже жаловались на низкий доход. Уважаемый Владимир Владимирович, к вам обращаются сотрудники скорой медицинской помощи. В вашем февральском обращении вы заявили,
что медработникам первичного звена будут повышены спецвыплаты до 30 тысяч рублей. В пунктах с населением менее 50 тысяч человек. Мы работаем в сельской местности с населением менее 50 тысяч. И по новому постановлению правительства Выплаты для среднего медперсонала должны были составить 30 тысяч рублей. На данный момент наша выплата не изменилась ни на рубль. В мае уволились все сотрудники скорой помощи в Тюменской Нижней Тавде. Некоторые из них получали менее 20 тысяч рублей в месяц. А массово уволившиеся в Томской области пожарные, как выяснилось, зарабатывают меньше 24 тысяч рублей в месяц. Такое ощущение, что все эти люди врут про свои низкие зарплаты. Ведь Владимир Путин знает, что большинство россиян зарабатывает по 200 тысяч рублей в месяц. 2,4 миллиона рублей в год – это доход основной части граждан Российской Федерации. Разумеется, глава российского государства понятия не имеют, как работают медики на скорой, как умудряются спасать жизни на раздолбанных машинах с устаревшим оборудованием и за копеечные зарплаты. Ведь он не пользуется их услугами. Кремлевских лечат другие врачи и за другие деньги. В Вологодской области закрывается Сазоновский хлебозавод, работавший более 60 лет. Он не смог выжить в условиях рынка, проиграв конкуренцию сетевым производителям. В областном потребительском обществе, которому принадлежит предприятие, утверждают, что оно безнадежно убыточно. Качество продукции нестабильно, а спрос на нее падает. Сегодня на заводе работают 37 человек. Они уже получили уведомление об увольнении. Часть из них трудоустроится на действующее хлебопекарное предприятие, а остальным придется искать работу. Инвесторов, готовых возрождать завод, пока не нашлось. Хлебозавод выставлен на продажу. Вот он среди объявлений на Авито. Производственный комплекс оценен в 10 миллионов рублей. При этом торг уместен. Сотрудники надеются, что предприятие выкупит тот, кто поможет его восстановить. Но найдутся ли такие в стране, которой снаряды и танки нужнее хлеба? Томского ученого осудили за сотрудничество с иностранным государством. Научного сотрудника Института оптики атмосферы Антона Климкина приговорили к 2,5 годам колонии. В чем конкретно он обвиняется, неизвестно. Заседания проходили в закрытом режиме. 5 лет назад институт, в котором он работал, объявил о создании китайско-российского исследовательского центра по атмосферной оптике, работа которого предполагала совместные исследования, публикации и обмен сотрудниками. Возможно, силовики решили, что Климкин передавал чувствительную информацию китайцам. При этом его работы, написанные в соавторстве с другими учеными, находятся в открытом доступе. За последние 6 лет в России арестовали 12 ученых. Все они занимались разработками в области гиперзвуковых технологий. Последнее известное дело касается 77-летнего ученого из Новосибирска Анатолия Маслова, которого приговорили к 14 годам колонии строгого режима. По версии обвинения, физик передал представителям разведки Германии данные о закрытых научных разработках. Свою вину Маслов не признал. Коллеги, адвокаты и родственники также уверены в его невиновности. Они утверждают, что указанные в обвинении сведения не являются гостайной. Но разве обязательно в России нарушить закон для того, чтобы тебя посадили? Конечно же нет. И это тоже ни для кого не тайна. Российские власти решили бороться с разводами. Пошлину за расторжение брака повысят в 8 раз. С 1 января следующего года желающим развестись придется платить не 650, как прежде, а 5000 рублей. При этом пошлина за заключение брака останется прежней – 350. Прямо как в анекдоте: вход рубль, выход 10. Ну, какое вам дело до того, что у меня произошло с женой? Разводимся мы с ней или не разводимся? Это наше личное дело. Ошибаетесь, уважаемый, это дело общественное. Вы своими разводами резко снижаете наши показатели. Так что же вы от меня хотите? От лица общественности я прошу вас повременить с разводом до конца квартала, понятно? А потом разводите сколько вашей душе угодно. Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите. Видимо, чтобы минимизировать риск разводов, с сентября российским школьникам и студентам колледжей начнут преподавать уроки семьеведения. Главная цель новой дисциплины – распространение традиционных и нравственных ценностей и позитивного отношения к созданию семьи. Хотя гораздо прочнее любого урока, российские семьи зацементировало бы поднятие пошлины за развод до размера единовременной выплаты контрактникам, то есть до нескольких сотен тысяч рублей. Удивительно, что власти до сих пор до этого не додумались.
С нежелающими рожать тоже какие-то полумеры. Замминистра юстиции Вуколов заявил, что ведомство готовит проект закона, запрещающий в России философию child-free, то есть сознательной бездетности, которую он назвал экстремистской. А ведь мог бы просто сказать: женщин нужно согнать в инкубаторы для принудительного оплодотворения. У прохожих, которых опросила не Москва, мнения по поводу вторжения властей в семейную жизнь разделились. Не стоит это так активно пропагандировать именно в детском возрасте. Это нужно прививать более взрослым людям, и в том числе это должны быть какие-то именно действия государства, там, поддержки семьи и рождения детей, а не просто разговоры на уроках. Детям нужно объяснять, как важно ценить, уважать, любить свою семью. Нарушает права человека. Это выбор каждого. Школа не должна на это влиять. Ну, общество же влияет на человека, не только что семья. Как правило, в школе же большую часть дети находятся. Ну и с детства все это прививается. То, что ведут этот предмет, это очень хорошо. Когда я училась в школе, это преподавали, были какие-то ценности, уважать маму, папу, старших. Сейчас у молодежи этого совсем нету. Маловероятно, что это серьезно поможет. Теми разрушается у нас общество, экономика, в общем, не настроена на развитие ни семейных ценностей, ничего, и тем более многодетности. Наше государство должно что-то делать, так как мы вымираем. Как что говорите, они еще могут делать? Они же не могут нас заставить рожать насильно, что все от 18 до 60, еще плюсом 5 детей каждому. Но нет сомнений в том, что нынешняя российская власть лучше каждого из нас знает, как нам строить семью, воспитывать детей и с кем спать. Власть вообще, если ее не ограничивать, имеет обыкновение занимать все пространство. И если ты не хочешь заниматься политикой, она рано или поздно войдет в твой дом и ляжет в твою постель. Это показывала не Москва, программа о жизни российских регионов. Новую подборку самых важных и любопытных событий мы представим через неделю. Ведь даже если Кремль далеко, он вас достанет или уже достал. Берегите себя и до встречи.